Первонаперво нам понадобится выкройка. Выкройку можно скачать из интернета. Теперь, если кто-то не знает, я объясню, как ей пользоваться. Во-первых, надо померить этот квадратик. Это контрольный квадрат 2 на 2, в данном случае 2 на 2. И у меня он 2 сантиметра. Стало быть, это выкройка в натуральную величину. Совмещаем эти линии. Так, и теперь у нас здесь низ. Значит, вот она линия, которую мы должны приложить. Это у нас выкройка передней части футболки. Здесь мы выбираем тот размер, который нам нужен. Размеры вот стоят. И вырезаем необходимый размер. Выкройку рукава нам только вырезать надо. И выкройку спинкой точно так же. Чтобы выкройка не закручивалась, я сейчас ее проглажу утюгом. Выкройка готова. Теперь мы ее будем моделировать. Это у нас будет один цвет, другой. Здесь сделаем, надо сделать насечки, поскольку сложная линия соединения. Будем совмещать эти точки. Передняя часть будет состоять из 3 частей. Мне отдали кусочки шикарного трикотажа. Очень мягкий, очень нежный. И еще отдали кусочки вот такого трикотажа, который просто идеально подходит к этому. Из него скрою вот эту вставку. Так, теперь нам обязательно надо совместить полоски. Вот здесь по боку обязательно полоски должны сходиться. Так, здесь плечо начинается, где белая полосочка, сходится с зеленой. Так, можно это вырезать и обязательно делаем насечки вот в этих местах. Выкроем спинку. Так, проверяем, вот полосочка здесь с полосочкой совпадают. Сразу здесь середину спинки отмечаем. Теперь вставка спереди, центральная часть. Вот это у нас долевая нить. И здесь вот середина переда, это тоже доливаем.
Теперь я хочу здесь сделать небольшой рисунок. Это сделать лучше до того, как мы все сшили. А пока что надо выкроить рукава. Рукава тоже будут полосатые. Здесь надо, чтобы полоски у нас совпали. Вот эта выкройка, там где больше прогиб, это к переду. Делаем насечку. Так, сразу 2. В интернете нашла вот такую картинку, она мне очень понравилась. И хочу ее нарисовать здесь вот. Можно перевести через копирку, можно что-то еще придумать. Я решила нарисовать сама. Кстати сказать, можно какую-нибудь термоаппликацию сделать. Это карандаш с озона, который исчезает при проглаживании. Я использую акриловая краска для ткани. Она продается во всех канцелярских магазинах. Вначале нам надо сюда подстелить, чтобы не промокало. Покрывать будем несколько слоев. Между слоями надо дать хорошо просохнуть. После того, как просохнут все слои, через тряпочку проутюживаем. Это обязательно. Ну все, краска высохла. Теперь обязательно надо прогладить. Теперь будем продолжать. Вот таким образом надо сшить. Находим наши метки. Соединяем вот с этой меткой. Складываем. И здесь прошиваем либо на верлоке, либо на швейной машинке трикотажным швом. Либо трикотажным швом, либо мелким-мелким-мелким зигзагом. Точно так же пришиваем, прикалываем с этой стороны, совмещаем меточки. Вот они у нас. И пришиваем. Здесь все готово. Складываем по плечам. И теперь нам надо... Так бывает, что немножко, может быть, неровно. Выравниваем. И сразу отметку. Спинку складываем по плечевым швам. И прошиваем. Проутюжила. Теперь нам надо вшить рукава. Складываем рукав.
Вот где больше вырез, там перед. Значит, вот это перед. Совмещаем плечевой шов с этой меточкой. Рукав идет беспосадочный в трикотаже. Это значит, сшивать его очень легко. Длина оката рукава равна длине проймы. И просто прикладываем, прикалываем и пришиваем. И пришиваем. Также и второй рукав. Рукавчики пришиты и обязательно проутюжены. Теперь надо померить размер горловины. Складываем по плечам. Сделаем ровную линию. Сантиметр на ребро ставим и измеряем размер горловинки. Так, вот у меня получилось 20,5, значит вся длина 41 сантиметр. Теперь нам надо выкроить обтачку. Обтачку мы будем выкраивать меньше, чем этот размер. Размер обтачки, если горловина у нас 41 сантиметр, она должна быть короче на 10%. 41 минус 10%. 37 сантиметров. И плюс 2 сантиметра это припуски на шов. У нас получается 39. Ширина обтачки в готовом виде 2 сантиметра. Поскольку она двойная, умножаем на 2, это 4. И плюс 2 сантиметра это припуски на шов. 6 сантиметров. 39 на 6. Выкраиваем вот такую полосочку. Теперь мы складываем эту полоску и зашиваем в кольцо. Сшила в кольцо, шов разутюжила, сложила пополам и прогладила. Теперь нам эту обтачку надо разделить на 4 равные части. Вот здесь шов, складываем по шву. Ставим. Теперь совмещаем шов с этой меткой. Делаем еще метку. И здесь разделили на 4 равные части. Точно так же нам надо разделить горловину. 2 меточки нужно стоит. Середина переда и середина спинки. Теперь складываем их. И у нас получается еще вот середина этого отрезка. Теперь нам надо соединить контрольные метки. Вот этот шов я сделаю сзади, потому что если сделать на плече здесь шов, будет большая толщина. Длина обтачки у нас меньше, чем длина горловины. Нам надо уравнять. Натягиваем обтачку до размера горловины.
прикалываем. Ну, здесь у меня размер маленький, поэтому мне достаточно одной булавки. Когда большие размеры, там еще промежуточные контрольные метки можно делать. И теперь мы пришиваем на оверлоке или на швейной машинке со стороны обтачки. Все, воротничок пришит, проглажен. Теперь поворачиваем на изнаночную сторону, складываем. И прошиваем бок вместе с рукавом. Это прошила, проутюжила. Теперь нам надо только подогнуть рукавчики и подогнуть низ. Низ сейчас мы немного выровняем. Складываем вот по швам, чтобы нам длину сделать по бокам одинаковую. Теперь нам надо подшить, подогнуть. Пришиваем либо двойной иглой. У меня на машинке есть трикотажный шов. Я пришью им. И точно так же рукавчики. Вот это у нас осталось. Последняя операция. Подшиваем и рукавчики и подшиваем низ.